Здравствуйте, Львы! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака на следующую неделю. Неделя с 24 августа по 30 августа, то есть последняя неделя фактически лета. Что она вам готовит, эта неделя августа? Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень признательна вам за такую обратную связь, поэтому пишите, не стесняйтесь. Также можете поделиться этим видео с кем-нибудь из ваших знакомых, близких, если считаете, что им этот расклад подходит. Итак, Львы, давайте посмотрим, что же происходит у вас на следующей неделе, какие вам карты сегодня выпадут в нашем раскладе. Начнем мы с понедельника. Понедельник. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Первая карта — карта мага, волшебника. Человек, который может очень много, у него очень много для этого возможностей, ресурсов. Карта первая в старших арканах, то есть вы здесь можете что-то эдакое начинать. Вы очень активны, очень энергичны для начинаний любых. Вы вдохновлены здесь тем, что вы делаете. И действительно очень многое можете успевать, потому что маг, по сути, это человек, который может управлять разными стихиями. То есть и общение, и работа, и чувства, отношения, да, и какие-то вопросы финансовые. Все вам здесь достаточно хорошо удается и легко. То есть вы выступаете в роли такого себе волшебника. Дополнительная карта у вас, которая здесь выпадает, это карта союза, отношений в паре и возможности выстраивать хорошие отношения, соответственно, доверительные, крепкие, основанные на взаимных чувствах. Либо принимать какое-то решение, но оно для вас опять-таки успешно, потому что у вас основная карта — карта мага. Потому что вы все четко и ясно видите, как будто обладаете ясностью ума, чтобы принимать правильные решения. Если вы принимаете какие-то решения, вы понимаете, что они отражаются на вашей второй половинке или на любых парных союзных отношениях для вас, поэтому вы опять-таки их делаете достаточно разумными, взвешенными. Карта тройка кубков — это карта взаимодействия с окружающими и возможности добиваться совместного успеха с кем-то, делиться своими радостями и успехами с близкими людьми, которые за вас искренне будут рады. Может быть, вы где-то что-то с кем-то отмечаете вместе или встречаетесь с друзьями, с подругами. Здесь достаточно хорошо, весело можете проводить время. Но в принципе это карта успеха. Да, в любом таком понимании это карта успеха. Успеха в делах, успеха в отношениях, успеха в общении. И здесь пятерка мечей, которая выпадает, она показывает, что вы совершенно не боитесь по пятерке мечей столкнуться с каким-то позором или с какой-то неудачей. А если даже что-то не совсем легко получается, как вам бы хотелось, вы стараетесь любой ценой прийти к успеху и к победе. Да, возможно, по пятерке мечей вы здесь сталкиваетесь с тем, что кто-то вам говорит о своих слабостях, трусостях, о каких-то переживаниях, да, и какой-то неудаче. Вы просто можете об этом узнавать как бы косвенно от кого-то, что у кого-то что-то не получилось. Либо вы можете слушать здесь других людей и услышать что-то не очень приятное для себя. Это тоже может как будто вас немножечко задеть. В таком контексте может быть это пятерка мечей. Дальше идет королева кубков. Это водная стихия, раки, рыбы или скорпионы. Либо по королеве кубков чувства, эмоции, которые вы проявляете в отношении к окружающим, но и сами-то в принципе готовы принимать любовь. То есть как будто бы открыты, да, эмоционально такие проявляете здесь такую эмоциональную зрелость, скажем. И тут же выпадает дополнение, тоже карта королева кубков. Одна и та же карта, она как будто бы усиливает значение этого дня, что оно очень эмоциональное, чувственное, скорее всего успешное, потому что королева кубков, она тоже про успех говорит. Она говорит о хорошем воображении, о влюбленности, может быть, о возможности говорить о своей любви, о своих чувствах в этот день. Дальше есть
у вас карта короля Пентаклей, это карта земного знака, да, возможно общение с земными девами, тельцами, козерогами, но это общий расклад, поэтому я думаю, что здесь речь идет просто о вас и каких-то вопросах финансовых, которые вы здесь решаете. Может быть, здесь что-то будет связанное с поездкой по шуту. Может быть, вы здесь готовы рискнуть и вложиться во что-то, инвестировать во что-то деньги. Хотя не знаете, что вас ждет впереди. Какая-то как неопределенность есть. Может быть, легкомысленные расходы. Хотя здесь по королю Пентаклей, король Пентаклей обычно он такой продуманный, взвешенные решения принимает. Он такой хороший стратег, планировщик, особенно что касается денег. Но здесь вы действительно можете быть такими очень легкими, может быть, даже чересчур легкомысленными. Карта дьявола, карта тоже из земного знака, в частности, Козерога. И может говорить про общение с Козерогом, либо по дьяволу о каких-то абьюзивных ситуациях, о том, что вы здесь по девятке Пентаклей. Возможно, желая достичь чего-то в краткосрочной перспективе, можете добиться хорошего успеха. Допустим, завершить какую-то работу, успешно завершаете, получается у вас. Если вы над этим трудитесь, вы как будто бы вкладываете максимум своих усилий в этот день для того, чтобы получить этот результат. И он действительно вас радует. Может быть, вы здесь, получая какие-то финансы, можете по дьяволу как будто приобрести или получить что-то, чего вы сильно желаете, хотите тоже. Карта колесница — это движение, поездка. Возможно, речь о поездке. Возможно, вы в субботу куда-то едете, приезжаете, или кто-то к вам приезжает, или по колеснице здесь что-то связанное с вашим транспортом может быть. Кстати, это еще и карта рака, может быть, что-то с человеком знака рак есть. Смерть, скорпион. Возможно, какая-то поездка, связанная с раком или скорпионом. Или поездка, где что-то как будто завершается. Откуда-то приехали, вернулись, да, завершилось путешествие, вернулись домой, к примеру. Вот в таком контексте тоже. Или кто-то уезжает, и с кем-то нужно попрощаться, потому что этот человек уезжает, да, соответственно, на какое-то время вы расстаетесь. И четверка жезлов, которая говорит о семье и социальных взаимодействиях в семье, там, или с кем-то из ваших очень близких друзей, которые для вас как родные. Вот четверка жезлов, она говорит о том, что здесь речь больше идет о желании сохранять гармонию, мир в семье, в доме, с теми людьми, с которыми вы живете в одном доме. Вместе с четверкой кубка, возможно, есть небольшое сожаление о том, что, знаете, как будто что-то оставлено позади, какое-то вот состояние вот как скуки, уныния, апатии от того, что вот, может быть, знаете, вы можете сожалеть о том, что что-то было да прошло, да, или вот что о чем-то скучать можете по четверке кубков, может быть, испытывать какую-то неуверенность, связанную с кем-то из ваших близких, с вашей там семьей, родных, может быть, да, то есть неуверенность. Возможно, желание где-то немножечко замкнуться, даже при том, что вас окружает семья любящая, но вы как будто закрываться хотите в себе, хочется как-то уединиться, побыть отдельно, да, вот какое-то чувство апатии здесь может присутствовать. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для львов на неделю с 24 по 30 августа мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.